Добро пожаловать на Тору Хикари. Меня зовут Юна. И сегодня мы с вами поговорим о церапегии Вуди и о том, как сделать из нее каудексное растение. Церапегия Вуди обычно выращивают как ампельное растение, но также его можно выращивать как каудексное, так как церапегия выращивает луковицы или каудексы. У нее такие довольно длинные плети выращиваются. Вот у меня рядом растет моя церапегия, и я могу дотянуть ее двухметровые плети вот даже до стола. Вот я дотягиваю ее до сюда. Вот. И я отрезала небольшой кусочек, на котором видно образование как раз маленького каудекса. То есть помимо маленьких корешков, которые у нее периодически возникают на этих плетях, появляются и вот эти вот зачатки каудексов. Это вот эти вот будущие луковицы. Эти луковицы могут быть как надземные, так и на корневищах у них подземные луковицы, которые питают само растение, они могут быть в земле. Так вот, вот эти вот надземные луковицы, они формируют каудекс. И за счет этого можно сделать каудексальное растение, тоже в форме бонсая, вот, если следовать определенным правилам. Во-первых, не давать растению растить длинные пленти, то есть периодически делать обрезку, не давать растить ботву. Растение понимает, что ему нужно запасать иным образом питательные вещества, то есть не за счет фотосинтеза, не за счет наращивания и захвата территорий, а за счет запасания в корневища. И за счет маленького пространства. То есть если ему некуда расти, он начинает активно запасать все, что может, в корень. Если у него грунт объединенный, к примеру, более минерализованный, малый скудный полив, он начинает растить каудекс. Я долго собирала информацию по этой теме. Не так много ее есть. Вот у меня есть другая церапегия Вуди, такая более классическая. Вот она у меня даже сейчас цветет. Не знаю, дотянули я ее цветочек до камеры. Не хочу снимать ее кашпо с подставки. Вот цветочек. Вот. У нее довольно длинные плети, она у меня тут растет рядом. Это другой вид церапегии, у нее листья более стреловидные. И она из-за того, что листья менее декоративные, наверное, больше подходит для создания бонсай, потому что там нужно обрезать вот эту вот ампельную структуру, то есть не давать ей растить ботву. И нужно будет следить, чтобы она именно запасала каудекс этот. Вот этот вид, он, мне кажется, более склонен к тому, чтобы формировать вот эти вот картошечки. Потому что их вот здесь вот, даже если так посмотреть, их тут гораздо больше, чем обычно встречается у классической церапегии. Вот они прям тут их вот и бутылочка есть, просто кругленькие какие-то. Короче, вот тут вот. И вон еще одна. Вот тут. Вот, я хочу отделить вот эту большую картофелину. Я нашла вот специально большую, чтобы я вам покажу, как делается и из маленьких отростков, которые на плети, и вот из большого уже готового вот объекта я покажу, как делается бонсай уже вот из большой картошечки. Сегодня мы работаем с большой картошкой. Вот у меня плошка из сплава цинка, патинированная под медь. Я сделала внутреннюю вкладку из полимерной глины с добавлением песка под камень. Она самосохнущая, самотвердеющая, просто сделала форму из фольги, высушила, сделала дренажное отверстие, покрыла лаком для дерева акриловым. Вот у меня получилась такая вот внутренняя плошка. Здесь есть такой вот ложбинка, чтобы была аэрация хорошая. Вот, и она маленькая для того, чтобы ограничить каудекс. Далее, чтобы у нас именно
росла вот эта картошка, а не все остальное. Мы будем ей не давать растить ампельность вот этой вот лианы и будем формировать именно, чтобы она растила каудекс. Так как эта лиана, она совершенно спокойно относится к обрезке, к отделению куска растения, поэтому мы можем это сделать аккуратненько, просто подколупнув и найдя у нее все эти, где она там присоединяется, аккуратненько ее подчипнув и отрезав от основного корня. Растение от этого сильно не пострадает, потому что это просто один из органов запасания. Вот, поэтому ничего страшного в этом не будет. Нам главное оставить несколько корней каких-то на самой картошке, чтобы они были, чтобы мы могли ими пользоваться. Ну, точнее, сама картошка. Вот. Корневая у них не очень глубокая. Вот так. В ней достаточно питательных веществ, поэтому даже если мы там немножко ее обрежем, ничего страшного не случится. Как сделать, вырастить свою картошечку с нуля, я тоже покажу. Сейчас я вам показываю почти готовый бонсайчик на вот этой вот картохе, чтобы вы видели, к чему можно прийти. Отдельно покажу, как делать с плети любой цераквегии каудекс. Чуть дольше, но тоже можно вырастить. Так, где у нас еще она держится? Угу. Вот. И у нас остается только плети. В каудексном стиле нам не нужны длинные плети. Они, в принципе, в данном случае нам будут только истощать наше растение. Поэтому мы смотрим, где они тут. Здесь вот даже есть корешки, поэтому я могу совершенно спокойно вот тут вот прям обрезать. Это место прикоренить, оно уже имеет корени. А тут что у нас? Это у нас имеет оно тут корни? Да, оно тут имеет корни. Это вообще не отсюда. Эта часть прикоренена или нет? Тут вот, видите, прямо на плите есть вот картошечка. Вот из таких вот картошечек можно выращивать такие каудексы. Они могут быть гораздо меньше, но в данном случае такой вот. Я сейчас просто обрежу, потом уже отделю, уже, чтобы не тратить на это времени. По пару листиков здесь оставлю. Этот я так отрежу. Один листик оставлю. Вот. Потом отделю уже эти штуки и прикореню. Вот что у нас осталось. Вот эта плеть нам, в принципе, вообще не нужна. Мы ее можем укоротить почти полностью. Она там подсохнет. Ничего страшного. Так, вот эти вот листики, в принципе, можно полностью срезать и оставить только вот этот. Такой хорошо запасший, такой жирненький лист. Видите, толстенький. Эти тоже довольно толстые, но они падают под собственным весом. Можно оставить, можно убрать. Тут по желанию. Так, смотрим на форму. Форма у нас асимметричная, это хорошо. То есть мы сможем как-то посадить так, чтобы она была
более интересная. Надо будет посмотреть, как это сделать. То есть я если не хочу, вот она такая каплевидная, я, наверное, как капельку ее и посажу. Как-то вот так. Тогда, скорее всего, мне нужно будет убрать некоторые лишние корни. Вот эти вот. Там дальше он уже сам разберется. Просто я несколько, которые там совсем лишние, убрала. Вот. А вот это вот у нас будет использоваться. Так, что мы дальше используем? Нам нужна надренажная лава. Ну и по краям она, во-первых, будет держать нам форму, во-вторых, дренаж формирует. Теперь я беру смесь камней, немножко вот глиняные шарики, они чуть-чуть будут удерживать влагу, совсем немножко. И здесь всякий циолит, пемза, немножко мелкой лавы. Я это все здесь распределю. Так вот. И совсем немножко органики. Здесь у меня кокосовый субстрат и перлит. Вот. И мне нужно в этом всем распределить корешки нашей церопегии. И нам нужно, чтобы вот этот вот каудекс, он торчал из-под земли довольно сильно. Поэтому большую часть грунта нам нужно поднимать. Так вот, то есть картошечка такая прям прозрачная, как будто. Я ее приподниму вот сюда, и вот чтобы корни туда вниз опускались. Так. И лавой здесь зафиксирую немножко. И прижму корешки. Все. И оставшееся можно задекорировать какими-то камешками с легким субстратом. Вот я немножко поправила его положение. Вот. Это такое. Я потом сбоку вам сниму. И добавлю еще немножко кокосового субстрата, такого вот щепочками, чтобы прикрыть корешки по бокам. У церопегии при формировании каудекса самое важное не давать ей разрастаться, вот, растить плети. Их нужно будет постоянно обрезать. Вот. Сейчас вот мне осталось доформировать здесь вот покрытие корешков. И поливать в ближайшие дни нельзя. Сейчас я вот оформлю красиво и сниму вам сбоку.
Вот моя взрослая церапегия Вуди. И сейчас посмотрим еще, как будем работать с черенком. Так вот, что же нам сейчас понадобится? Вот я сделала маленький черенок. То есть, если у вас есть церапегия Вуди, или вы где-то видели вот это растение, и найдете у него вот такую вот шишечку, вы сможете то же самое проделать, что и я, и тоже провести этот эксперимент. Так. Что нужно сделать в первую очередь? Нам понадобится какая-то емкость для теплички. Нам понадобится перлит. Можно с какой-то дополнительным чем-нибудь. У меня просто тут осталось от посадки бонсая. То есть здесь циолит, тут мох, тут какой-то чего-то там еще акадама, наверное. Да, циолит и немножко кокосового субстрата. В принципе, вполне нормально для теплицы. Для бонсайной формы это не очень подходит. Но для теплицы, для того, чтобы сформировать корни, оно подойдет. Вот, мы насыпаем это вот в первичный горшочек. Больше нас интересует именно сам перлит, поэтому я больше его сюда высыпаю. Все остальное нас не сильно интересует. Много фракций нам не нужно. Вот, но нам больше минерал и перлит интересует. Вот, больше его я сюда засыпаю. Вот. И этот росток нам нужно положить на перлит, не закапывать, не углублять, для того, чтобы корни пустились вниз. Именно это сформирует нам каудекс. Нам нельзя закапывать эту плюшку, иначе у нас каудекс не будет формироваться. Обязательно просто положите. И нужно увлажнить немножко перлит. Совсем чуть-чуть. И потом нашу вот эту вот тепличку прикрыть пленкой с небольшим количеством отверстий и оставить на какое-то время, пока не укоренится. Вот. Прикрываем, делаем отверстие, ждем. На своей старой церапегии Вуди я нашла более старый узел. Вот. На нем была более длинная плеть. В принципе, узел довольно старый, но плеть небольшая. Я ее отрезала, так как если вы хотите делать каудекс, то не нужно давать растить плети больше 3 сантиметров. Потому что как только начинают расти плети, останавливается рост каудекса. Вот. Эту часть, она была надземная, и она не касалась земли, поэтому нам нужно будет ее укоренить. Для этого нам нужно взять тепличку, перлит, с небольшим добавлением чего-нибудь типа циолита и поставить с куполом с небольшим проветриванием на укоренение. Здесь можно увидеть небольшие кальцинаты, их надо будет чистить аккуратненько. Вот. И эта вот как раз шишка, она будет утолщаться и давать нам каудекс. Вот такой вот узел. Я вам показывала молодой узел, и вот это вот более старый узел. Возможно, будет более красиво утолщаться. То есть я его тоже поставлю на утолщение. После любых срезов обязательно дайте сутки просохнуть этим срезом. Не сажайте, не контактируйте с водой примерно 24 часа, чтобы они подсохли. Это касается практически любых суккулентов. Так что будьте внимательны. И не поливайте никакие суккуленты после пересадок. Будьте бдительны в этом вопросе.